следы как будто бы в стекле. Вот ладонь вижу. Там было слышно вот это дребезжание стекла, когда этот шум происходил. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас тоже свет отключили? Да, по всей квартире, мы думали только у нас. Ладно, ребят, скорее всего, ложная тревога. Пока ничего не произошло, но... Диман, давай, пока это активно здесь себя проявил, попробуем записать что-то. Здесь есть кто-нибудь? Как будто бы реально, как будто как слова похожи. Это Вы здесь? А потом я. Что значит я? Ты слышал? Какая температура? 3 градуса. Он стоит прямо перед нами. Ничего не происходит. Вроде бы ничего не двигается, Диман. Ты чувствуешь какой-то холод или что-то подобное? Не знаю, может быть от страха. Смотри, температура подросла. С 17 градусов она растет. Да. Просто я сейчас холода никакого не чувствую такого. Да, я. Ну ты как думаешь, он где-то рядом? Или что? Что это вообще все? Я не понимаю. Я тоже эти. Не понял. Зеркало? Что за хрень была? Не знаю. Диман, откуда здесь собака? Ее здесь нет. Что происходит? Давай посмотрим. Чё? С другой стороны, с другой. Никого, Диман. Чё за хрень? Не знаю. Зеркало же стучало, я правильно понял? Правильно. Температура выросла, ребят. Ты что хочешь-то? Давай его снимем. А смысл? Вначале стук, потом в отражении зеркала непонятная собака. Блин, очень странно. Чё ты затянул? Зеркало не так. Это что такое? Непонятно. Как все это понимать-то? Ну, собака была в зеркале. Нам это не показалось двоим. И камера записала. Не, это понятно. Слушай, Диман, как этот дух или что вообще в этой квартире, как это связано с собакой? Как это вообще возможно, в принципе? Я не понимаю. Вот и я не понимаю. Ну, кстати, тот момент, когда ты спал, и то, что мы смотрели, там как скулёж собаки был. Помнишь? А, слушай. Да. Ты думаешь, это похоже... А мы тогда не разобрали, что это за звук. Мы не разобрали. Это вот в тот момент, когда типа вылетела стекляшка вот эта, да? Да. В ванной. Был наподобие скуляж или что-то такое. Кто-то скулил, реально кто-то скулил. И в этот момент как раз был звон стекла. Не, слушай, погоди, а как эта собака вообще связана со всем этим делом? С этой квартирой? Я не знаю. Но тот момент надо пересмотреть, чтобы понять вообще, как лучше дальше понять вообще, что здесь происходит. И
Давай так, ребят, чтобы вы тоже пересмотрели этот момент, поняли, о чем мы говорим. Это реально очень криповый момент, и это огромная связь с тем, что мы сейчас увидели через зеркало. В нашем Телеграме и в нашем Бусти, мы туда прямо сейчас, когда вы смотрите этот ролик, переходите в наши соцсети, в Бусти, Телеграм, и сможете увидеть этот фрагмент, где собака скулила в момент того, как Артем спал. И вот этот звук трескания стекла тоже там будет слышно. Ну там не факт, что собака. То есть я не уверен. Давай этот фрагмент, как ты говоришь, выложим в наши соцсети обсудим и громкость там увеличим. То есть это будет не точно такой же, естественно, отрывок из ролика. Мы увеличим там громкость, чтобы вы тоже послушали. Да. Потому что это, если это реально звук собаки, и мы все это услышим, и мы, и наши зрители, то, Диман, как-то она связана, получается, с этой квартирой. Да, ребят, и здесь пишите свое мнение, и в других соцсетях, которые мы вам назвали, также пишите под постом, под видеороликом, который мы для вас специально оставим там. Будет интересно это обсудить. Смотри, 20 градусов тепла, все. Будто бы его здесь не было, но когда все это началось, температура упала до 2 градусов тепла, или до скольки, я не помню. Я не помню, но она очень сильно упала. То есть это прям даже, это не ветерок с улицы, скажем так. Но он не холодный. Сейчас-то очевидно, конечно, но и тогда он не был холодным, мне кажется. Да. Подожди. Ладно, давай дальше следить. Давай, Дима. Жесть, я теперь не знаю, как успокоиться после увиденного. Да тут и звук этот, который мы записали, все прям крипово все звучит, все страшно. Что за звук? Стой. Это с улицы. Жесть, эти совпадения меня просто до мурашек продирают. Ладно, ребят. Все, надо дальше следить, короче. Признайтесь, как часто вы задумывались о том, что хотели бы что-то изменить в своей жизни? Сидите вы на работе или на учебе и думаете о том, как придете домой и сделаете что-то шикарное, но по итогу приходите и просто садитесь на диван, включаете комп или телевизор, и так день за днем. Согласитесь, так жить скучно. И наш друг Серега доказал это. Он решил полностью изменить свою жизнь, перевернуть ее с ног на голову и даже создал для этого специально свой YouTube-канал, на котором пробует разные интересные штуки, то, чего не сделал бы обычный человек, и получает от этого огромное удовольствие. Например, он попробовал покататься на разных самых крутых интересных машинах, на которых ты не поездишь просто так каждый день. Tesla, BMW M3, Mercedes CLS. Мерседес есть Мерседес, да? Все эти машины он протестировал и показал, как это на самом деле круто заниматься тем, что ты любишь. А еще у него была давнишняя мечта покататься на картинге. Да, представляете, он ни разу этого не делал. И он для этого решил попробовать самые разные виды машин, как электрические из Blackstar, так и на ДВС. Не бойтесь пробовать что-то, чего вы не делаете в обычной жизни. Переходите к Сереге на канал, посмотрите, промотивируйтесь. Обязательно пишите в комментах, что вы именно от нас с Диманом. И поддержите этот перспективный канал. Скажем вам по секрету, у Сереги еще очень большие планы, например, прыжки с парашютом. Все это будет совсем скоро на его канале в новых роликах. Переходите по ссылке в описании, поддержите Серегу, посмотрите, как классно проводить свою жизнь, не проводя вечера просто так скучно. И, конечно же, промотивируйтесь, чтобы делать это самим. Ссылка на канал Сереги будет в описании. Ребят, ситуация в этой квартире действительно страшная происходит. У Димана аж немножко голова приболела, может давление подскочило, не знаю. Пошел умываться. До сих пор думаем, что за странные звуки, возможно даже слова слышались на этой аудиозаписи, на этой транскоммуникации, которую мы записали буквально вот час или сколько времени назад, я уже даже не помню. Не понял. Чё за херня? Не понял. Чё это такое?
Подо мной плед, что ли, двигался? Надо отсмотреть эти материалы. Я почувствовал какое-то движение. Может быть, у меня уже немножко крыша едет, ребят. Я ничего не могу гарантировать, потому что после увиденного вы сами понимаете. Так, а это что такое? Блин, надо это достать. Блин. Тяжело туда залезть. Сейчас попробую. Штативом. Блин, что это такое? Так. Так, отлично. Так, не понял. Здесь что-то написано. Что это такое? Не понял. Что за хрень? Что за хрень? Диман? 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 Ты что там делаешь, Тёмыч? На кровати кто-нибудь есть? Нет, ты чего? Точно? Естественно. Диман, я нашел какую-то записку. Смотри. Приди в мой дом? Это что еще за хрень? Ты это нашел под кроватью? Да. Стой, а чё ты меня спросил, есть кто-то на кровати или нет? Я- Что за хрень? Я когда туда залез, как будто кто-то по ней ходил. Продавливался. А зачем ты вообще под нее полез? Я увидел эту записку, а до этого как будто плед начал двигаться. Я тебе серьезно говорю, я записывал, услышал какой-то... Я понимаю, это все как-то скомканно звучит. Но это реально было. Я просто разговаривал на камеру, решил записать кусок и почувствовал, как подо мной плед двигается. Повернулся, естественно, я ничего не увидел. А когда заглянул под кровать, увидел это. Подожди, а... Приди в мой дом. И что это значит? Я не знаю. Слушай, а может это Санек писал? Хозяин квартиры. Ты думаешь? Ну, он же говорил, что он вызывал кого-то здесь, помнишь? Мы сделали тоже все как надо, то есть положили вот это зеркало, сняли, положили его, поставили стакан с водой, туда микрофон, то есть типа, точнее стакан без воды, но в смысле туда микрофон, да, там. Ну... Слушай, давай мы ему наберем и узнаем. Давай, И давай. как раз про собаку спросим. Давай, конечно. Давай. В 2.24 так неудобно, если честно. Алло. Алло, Сань, здорово. Слушай, ты, наверное, спишь уже, да? Ну, вот сам в постели перед сном. Хорошо, то, что не разбудил, а то извини. Слушай, я что хотел узнать-то? Ты не знаешь, у тебя под кроватью откуда могла быть записка с надписью «Приди в мой дом»? Чё за хрень, Сань, мы сейчас нашли просто? Записка? Ну да, «Приди в мой дом». Это
Вот, я тебе же рассказывал, что духа вызывал. Там типа нужно было по ритуалу, короче, понял, записку сзади на стекло приклеить. А, стой, это ты что ли писал с девушкой? Да, но это так нужно было, по идее, для этого. Ага, я понял, Сань, спасибо. Смотри, только еще момент. Короче, очень хорошо то, что ты в квартиру до сих пор не приезжаешь. Мы сейчас с Тёмычем в отражении в зеркале какую-то собаку увидели, прикинь? А в доме ее по факту нету. Собаку? Серьезно? Ну да, у тебя же никогда собаки не было. Ни здесь, нигде у тебя Нет, у меня, типа, в этой хате, короче, просто у прошлого хозяина собака жила. Там даже от него вещи остались, там миски, игрушки всякие. А где эти вещи, Сань? Блин, я их сейчас так и не вспомню, где они лежат. Надо мне туда ехать, не вспомню. Ладно, спасибо, я тебя понял. Все, Сань, тогда созвонимся, спасибо большое. Ну давай. Давай, братан, ага, до связи, пока. Ты понял, что ли? Погоди. Насколько это все стрёмно. От предыдущего хозяина для собаки остались миски и... Стой, а мне кажется, я где-то видел миски. Не знаю. Слушай. По поводу записки, давай начнем с этого. Будем поэтапно. Давай. Во-первых, очень хорошо то, что ее написал Саня. Ну да. То есть здесь никакой загадки, по сути, у нас нет. А тут губной помадой, походу, написано, Тём. Ну это многие так, это всякие мистические штуки, они вызываются как раз через зеркало. Ну я прям по запаху чувствую этот запах губной помады. Помнишь, ты тогда зеркало снимал? Погоди. А правда, кстати, мы еще с тобой сейчас скотч какой... Вот, точно! Это, наверное, Вот знаешь весь что, ответ. Диман? Когда оно тогда вот об стену билось, непонятно почему. Ты думаешь, возможно, под кровать отлетела и да, залетела? она, наверное, уже, долго тут висела, уже клей перестал липнуть. Она выпала и улетела под кровать. А я ее там как раз увидел, вот у стеночки, в ту сторону. Вот что с собакой делать, это уже другой вопрос. Стой, погоди. Я где-то видел. Мне даже кажется, с одной из камер слежения. Стой, сейчас. Прям секунду. Ну реально. Смотри. Пойдем. Мы это 100 раз видели. Я почему-то не обращал внимания. Как и ты. Смотри. Я думаю, где же... какого хрена? Не знаю. Слушай, да реально не обращай внимания. Диман, пойдем, короче, это... Че думаешь? Как поступить? Че вот Саньку говорить? Че вообще? Ну смотри, он сейчас говорил, нет, мне надо ехать, смотреть самому. Давай так, утро наступает, позвоним ему. Как наступает? Ты имеешь в виду, когда утро Да, наступит? да, как утро наступит, позвоним ему. Скажем, чтобы он сюда не совался какое-то время. Да он сам сюда, блин, ты сам знаешь, Я- как он сейчас настроен. да. Он вообще сюда не хочет возвращаться. Ты видишь, что да, здесь происходят страшные вещи, но по сути то, что здесь обитает, оно, пока что не наносит нам прямого вреда. Да, но оно неспокойное. Да, Оно здесь появлялось, оно к нам приходило, оно даже какой-то контакт наводило с нами по этим записям. У меня от этого башка разболелась. Мне кажется, нужно просто выдержать время, чтобы перестать злить это. Потому что Санек, он вот этими всеми вещами, он нарушил спокойствие, по сути, позвал его. Надо от записки просто избавиться бесследно. И потом где-то недельку сказать прям Сане, чтобы он сюда не приезжал. И нам тоже, естественно, не приезжать, чтобы квартира просто постояла в спокойствии. То есть ты хочешь сказать, он успокоится, этот призрак, и сюда больше не придет? Но это как вариант, потому что, видишь, он пока не особо агрессивный. Не знаю, что там будет потом. Вдруг это вообще как-то связано с предыдущим хозяином. Вот поэтому мы и посмотрим. Может быть, все окажется вот так вот хорошо, потому что так иногда бывает. Такое иногда случается. Я и читал об Да этом. он купил у предыдущего хозяина. С хозяином-то все нормально. Ну, собаки, я не знаю, что там по собакам, Давай пока не будем в это лезть. Это можно будет уже потом посмотреть. Через неделю просто приедем сюда с тобой. Мы. То есть не Саня, а мы. Посмотрим. И если все хорошо, мы ему скажем. Если не хорошо, будем думать дальше. Ладно, Но ну мне как кажется- от этой записки избавляться? Ну не знаю, выкинуть ее просто будет не особо хороший вариант. Пойдем над газом, сожжем ее и все, над плитой. Пойдем. Ну я не знаю, это жесть. Просто жесть.
эти миски, и он сказал еще какие-то вещи. Может, здесь вообще какие-то еще игрушки. Да, он что-то такое говорил. Блин, здесь электроплита, не газовая. Может, что-нибудь по спичкам есть у него здесь? Ну, ты сам как думаешь? Неужели реально призрак собаки мы увидели? Или что мы увидели? Что это такое могло быть? Димон, я даже предположить не могу. О. Что такое? Что это? Да не знаю. Ерунда какая-то. Ладно. Так, пойдем Ага, взял, да? Че тогда? Пойдем над ванной лучше сожжем. Ну давай, чтобы безопасно было и водой смоем просто. Кстати, еще Санька надо будет обрадовать, потому что здесь теперь дырища-то сквозная. Как-нибудь не обрезаться. Может заклеить как-то пока на время. Надеюсь, это поможет. Надеюсь, ты прав, то, что если мы его не будем трогать. Ты только проследи, чтобы оно ну прям полностью сгорело. Так, ну что ж, ребят, все, листок сожжен. Сейчас время 2:32. По сути, наверное, мы принимаем именно такое решение. Мы сейчас собираем все вещи. Не будем больше тревожить того, кто здесь присутствует помимо нас. Постараемся максимально его не трогать неделю. Для начала неделю, дальше уже вернувшись сюда, убедившись в том, что все хорошо, говорим Саньку об этом, ну, владельцу, кто не в курсе, владельцу квартиры, то, что все стало хорошо. Если нет, то, наверное, выждем какое-то время, либо, ребят, почитаем ваши комментарии, ваши решения вообще, как вы нам можете подсказать, как лучше всего поступить, и правильно ли мы вообще делаем то, что мы решили поступить именно так, уехать из этой квартиры и просто того, кто здесь обитает, не беспокоить и никак не напрягать. Да, ребят, я полностью с Димоном согласен. Поэтому остается просто ждать и смотреть, что будет дальше. Да, ребят, если вам понравился этот ролик и вообще все ролики предыдущие про эту квартиру, обязательно ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. Очень огромный процент смотрит без подписки, ребят. Поддержите нас. Чем вас больше подписанных на наш канал, чем вы больше оставляете комментариев, тем нам проще и гораздо лучше разведывать подобные истории. Поэтому, ребят, обязательно это сделайте. Ждите новые интересные места, локации, новые интересные истории. И до новых встреч. Увидимся, ребят. Пока.